Я на красной дорожке, а за моей спиной один из самых известных дворцов кинофестивалей. А значит, мы в Каннах. Канны – самый известный курорт в Европе. Но сегодня вы узнаете этот город с совершенно другой стороны. Мы прогуляемся по набережной Круазет, посмотрим порт и, конечно же, старый город. Оставайтесь с нами до самого конца, будет круто. Поехали! Дворец фестивалей и конгрессов – это место проведения самого известного события Лазурного берега Каннского кинофестиваля. Здание было построено в 1982 году. Его возвели специально для проведения фестивалей, которые прижились в Каннах с 1946 года. Во время проведения Каннского фестиваля в 1984 году появилась такая вот традиция – пополнять аллею звезд отпечатками рук знаменитостей. На сегодняшний день коллекция состоит из 374 слепков. Здесь увековечены имена очень известных актеров, таких как Катрин Денев, Софи Лорен, Бельмондо, Тарантино, Шерон Стоун и многих-многих других. Аллея звезд совершенно не примечательна. Ее иногда трудно найти, но запомните, пожалуйста, начинается аллея с местечка, где расположен памятник Жоржу Помпиду. В западном крыле здания нашлось место для казино с 300 игровыми автоматами, ресторана и ночного клуба. А на верхних этажах располагаются террасы, с которых открываются просто сказочные виды на набережную Круазет, исторический центр и Леринские острова. Когда-то давным-давно набережная Круазет представляла собой обычную грунтовую дорогу вдоль моря, омываемую волнами и окруженную камышами и болотами. Но все изменилось в 1850 году. Дабы удовлетворить богатых клиентов, которые приехали сюда, городу пришлось построить более современную и удобную дорогу вдоль моря. Таким образом и было начато строительство современной знаменитой набережной Круазет. Конечно же, Канны – это люксовые бренды. Посмотрите, среди бутиков затесалась желатерия, и здесь гораздо больше народу в очереди, нежели в бутике. Город, конечно же, очень популярен среди селебрити. И это неспроста, ведь здесь очень много модных бутиков, дорогих ресторанов и, в принципе, развлечений на любой вкус. В Каннах, конечно же, песочные пляжи. Это практически единственное место на Лазурном побережье. И в основном частные пляжи. Есть городской пляж возле Дворца фестивалей, но он обычно переполнен. Мы дошли до знаменитого отеля «Карлтон». И отель этот прославился благодаря Альфреду Хичкоку в 50-х годах. Именно здесь он снял часть фильма «Поймать вора» с Грейс Келли. Вы знаете, ведь многие путешествуют на яхте по миру, где-то останавливаются, выходят погулять, и бывает это путешествие длиною в год или, может, даже больше. Напишите в комментарии, смогли ли бы вы, есть ли у вас такое желание провести вот такое кругосветное путешествие на яхте. Я лично, наверное, нет.
На данный момент старый порт является пристанью роскошных судов, и здесь проводят различные международные мероприятия, такие как регата «Рояль» и Каннский яхтенный фестиваль. Слушайте, я там, кажется, говорила про то, что я не хочу в путешествие на яхте. Я передумала. Ну, наверное, не на годик точно. А за моей спиной располагается Фор-Виль, известнейший рынок с очень хорошей репутацией. Он работает в утренние часы, и здесь можно найти различные свежие продукты. Морепродукты, мясо, рыбу, фрукты, овощи и даже некоторые специи. Также в нем есть винный отдел. Вот мы зашли в старый город. Очень атмосферно, так же, как и в других городах. Узкие мощеные улочки. Конечно же, очень много различных магазинов и вид на старый порт. Исторический центр Канн располагается на склоне холма и сохранил атмосферу рыбацкой деревушки. Холм Ле-Сюке в переводе с провансальского означает курган, и именно здесь зародились канны. Здесь были первые поселенцы. В старом городе абсолютно другой ритм жизни. Канны, особенно в туристический период, это, естественно, большое скопление туристов, людей, а здесь такая размеренная атмосфера, обстановка, и даже несмотря на то, что внизу располагаются торговые лавочки. На самой вершине холма располагается церковь Нотр-Дам-де-l'Espérance, или по-русски церковь Богоматери Доброй Надежды. Она построена в стиле крепость. Согласитесь, когда вы слышите Канны, вам представляется нечто иное, но даже здесь сохранились такие вот исторические сооружения. Вот мы забрались на крепостную стену перед церковью Нотр-Дам. И отсюда открываются виды на сам город, на море. На самом деле немного похоже на Ниццу, такие же черепичные крыши. Но Канны совершенно другие, вот просто поверьте на слово.
Рядом с церковью Нотр-Дам-де-Л'Эсперанс находится замок Шато де ля Кастр. Построен этот замок был монахами Леринского аббатства Сент-Онора. Впоследствии замок дал название вообще всему городу, поскольку Кан на кельтско-лигурийском означало «вершина». Первоначально здание служило местом обороны города, а в годы Великой Французской революции здесь размещалась тюрьма, которая чуть позже превратилась в госпиталь для раненых итальянских солдат. Напишите в комментариях, кто помнит телеканал ВИД. В настоящее время здесь располагается музей искусства и этнографии. Если вы решите посетить эту достопримечательность, не упустите возможности, поднимитесь на квадратную башню, построенную в XI веке, и с ее вершины открывается превосходная панорама на Канны. А сейчас мы подобрались к тому месту, где старый город перетекает в новые современные Канны, где огромный поток туристов, да и в принципе местных жителей, которые вечером направляются покушать или просто погулять. Как вы думаете, что зимой располагается внутри этой беседки? На что это похоже? Напишите в комментариях. Знаете, когда мы приезжали сюда как туристы, и я первый раз побывала в Каннах, у меня сложилось совершенно впечатление, что это какой-то очень помпезный просто город, у которого нету истории. Мы, конечно же, просто не знали о том, что здесь существует старый город, а сейчас я просто влюбилась в Канны. На Лазурном берегу, конечно же, популярен ресторанный бизнес. Он просто максимально популярен, потому что очень много туристов. Да и сами французы не прочь выйти и пообедать, и поужинать в бразерии или в ресторане. С набережной Круазет можно попасть на известнейшую улицу баров. Улица баров преображается с наступлением темноты, громко играет музыка, бары наполняются прохожими, столики ломятся от напитков и закусок. Переходите на наше следующее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!